Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю домашний молочный ломтик, намного мягче и вкуснее, чем киндер. Нежнейший шоколадный бисквит без муки и воздушный молочный крем. И вот он, тот самый вкус молочного ломтика, который тает во рту. Для приготовления теста мне понадобится: аккуратно разделю белки и желтки у 4 средних яиц. Миска, в которую отправляете белки, обязательно должна быть чистая и сухая, чтобы белки хорошо взбились. Стараемся отделять очень аккуратно, чтобы желтки не попали в белки. Добавляю щепотку соли. Начинаю взбивать, постепенно добавляя половину сахара. Белки взбиваю вот до таких мягких пиков. В желтки всыпаю оставшийся сахар, добавляю экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Взбиваю, чтобы масса стала пышной и светлой. К желткам вливаю растительное масло без запаха. Перемешиваю. Аккуратно соединяю обе массы. И теперь просеиваю сюда крахмал и какао. Добавляю сухие ингредиенты в 3 приема. Аккуратно вмешиваю. Делаем это вот такими потряхивающими движениями снизу вверх. Очень важно здесь сохранить пышность теста, так как мы не добавляем в него разрыхлитель. Тесто поднимается за счет взбитых хорошо белков. Вмешиваем аккуратно, но вместе с тем следим, чтобы не было непромеса. Вот такое в итоге тесто, очень нежное и воздушное, должно получиться. Выливаю его на заранее подготовленный противень, размер 38 на 26 см. Противень выстелила пергаментной бумагой силиконизированной. Хорошо все разравниваю. И отправляю выпекаться при температуре 170 градусов примерно на 12-15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Бисквит я достала из духовки. Выпекался он у меня 14 минут. Он полностью готов. Снимаю его на решетку. Вот такой невероятно нежный и пышный получился бисквит. И он абсолютно без муки. Оставляю его остывать. Снимаю пергаментную бумагу. Подрежу немного края, так как они получаются чуть более сухие. Разрезаю корж на 2 части. У меня получается 2 нежнейших бисквита. Размер коржей у меня получился 18 на 22 см. Перекладываю первый корж на тарелку и сверху я устанавливаю рамку. Бока я прокладываю пленкой. У меня пленка ацетатная. Если у вас нет такой пленки, можно использовать просто плотную канцелярскую папку. И хорошо все поджимаю. И теперь можно делать крем. Для приготовления крема мне понадобится желатин. Пересыпаю в мисочку, заливаю водой комнатной температуры, перемешиваю и оставляю для набухания. Холодные жирные сливки взбиваю до мягких пиков. Жирность сливок должна быть не менее чем 33%. Добавляю в сливки холодную сгущенку. Обязательно сгущенка должна быть холодная из холодильника. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Перемешиваю. Вот такие мягкие пики должны быть у крема. Тогда он легко соединится с желатином. Подготовлю для коржей пропитку. В молоко добавляю сгущенку и перемешиваю. В принципе, коржи получаются очень нежные и мягкие. Их можно делать и без пропитки, но мне хочется их все равно немного пропитать, чтобы они получились такие еще более влажные. Желатин набух, и я его распущу в микроволновке короткими импульсами. Ни в коем случае нельзя массу закипятить, она должна быть просто теплой. Температура примерно 60 градусов. Можно также желатин распустить и на водяной бане. Немного крема я добавлю в желатин и перемешаю. И теперь тонкой струйкой вливаю в крем и перемешиваю. Вот такой очень нежный крем получился. И сейчас действуем быстро, чтобы крем не застыл.
Корж я слегка пропитываю молоком со сгущенкой. Сверху выливаю крем, аккуратно все разравниваю. Накрываю вторым коржом. Причем второй корж я выкладываю дном вверх. Все вот так вот немного прижимаю, чтобы все соединилось между собой. Верхний корж я также немного пропитываю молоком. Закрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник минимум на 4 часа. Снимаю пленку, открываю мой торт. Этот замечательный молочный ломтик. Вот здесь край тортика, если хотите, можно немного подрезать, можно этого не делать. В общем, как вам больше нравится. Я слегка край подрежу, конечно, чтобы было более эффектно. Вот такая красота получается. А вкус просто божественный. Ну и теперь все разрезаю на порционные кусочки. Домашний молочный ломтик, только мягче и вкуснее, чем киндер. Нежнейший шоколадный бисквит без муки и воздушный молочный крем. И вот он, тот самый вкус молочного ломтика, который тает во рту. Обязательно его приготовьте. Это быстро и просто.